Это видео– продолжение истории о моей дружеской помощи канадской яхтсменке. В прошлый раз на ее яхте я обнаружил большое количество разлитого в трюме еще одна топлива, неприятная штука. альтернатор с признаками перегрева, а также опасную дыру в стеклопластиковой трубе баллера, происхождение которой было мне не до конца ясно. Труба была будто бы взорвана изнутри каким-то очень сильным давлением. У меня было две версии. Либо ее разорвало скопившейся стоячей водой, которая зимой от сильного мороза взорвала стеклопластик, либо сама вкладка, предположительно сделана из алюминия, под воздействием воды корродировала, и скопившиеся продукты коррозии алюминия, в свою очередь, взорвали трубу баллера. В зависимости от того, что послужило причиной разрушений, предстояло выбрать пути дальнейшего решения проблемы. Если разрушение устроила замерзшая вода, то решением было бы устранение источника поступления воды. А если коррозия алюминия, то все гораздо сложнее, потому что вытащить эту вкладку из трубы баллера не получится. И так как это принципиально разные по сложности решения, я решил достичь полной уверенности в том, что же послужило причиной этого разрыва. В прошлый раз я проверял металлическую вкладку в стеклопластиковой трубе при помощи магнита, но не достиг однозначной уверенности, что это действительно алюминий. Во-первых, наблюдалась слабая магнитность, а во-вторых, сам внешний вид вкладки, такой серый, шероховатый, пусть и был похож на алюминий, но не давал мне четкой уверенности. И поэтому я задумывался о дополнительном тесте, возможно, химическом или каком-то еще. И, наконец, я его придумал и сегодня осуществил. Теперь наступила полная ясность. А после трубы у меня было время, чтобы запустить движок, проверить, как он работает, найти течь топливной системы и протестировать альтернатор. О том, как все было, смотрите это видео. Всем привет! Как проверить, что вот эта серая поверхность это алюминий? Я использовал нож для того, чтобы ее острием поцарапать. И видно, что здесь у нас такая легко достаточно снялась стружка. Я ее сейчас пытаюсь подсветить. Вот. Ну, однозначно это алюминий. То есть под серым окислом видно блестящую, такую типичную для алюминия поверхность. Ну вот я его покорябал еще, и теперь однозначно проступило это именно, что это именно 100% алюминий. Таким образом можно заключить однозначно, что взрыв этой трубы баллера произошел из-за щелевой коррозии алюминия. Вот. И если посмотреть туда внутрь, то там видно скопление такого серого порошка. Вот такая вот ситуация. То есть проблема, для того, чтобы ее решить системно, необходимо алюминий оттуда вообще убирать. Вот. Но на данном этапе для продления жизни придется просто сделать бандаж. Так, ну что, попробуем двигатель запустить. Посмотрим, как пойдет. Надо проверить альтернатор. Ну и вообще, что там с топливной системой есть. Движок вроде работает.
Ремень засвистел сначала, но потом нормально. Сейчас надо воду проверить. Так, водичка есть, выхлоп чистенький. Удивительно. Так, 2000 показывает. Что-то врет, по-моему. Мне кажется, тахометр явно врет. Ну не знаю, если это 900 оборотов. Ладно, пошли смотреть. Что там по топливу? Так, смотрим. Ну, вибрации для двухцилиндрового на таких оборотах нормальные. Сложно что-то увидеть, надо оборот прибавить. Топлива не вижу. Откуда? А, вот она. Все, нашлась. Это на входе в ТНВД совсем. Обалдеть. Ну ладно. Надо теперь проверить еще альтернатор. Ну, альтернатор я проверил, 14,4 дает. Вот, похоже, что он работает. Сейчас еще напряжение на батареях проверю. Ну что, все нормально, стартовая батарея заряжается, а сервисная от альтернатора не заряжается, от нее она только от зарядного устройства. Ну, на многих лодках так сделано. Вот. Хотя я поставил здесь диодный разделитель и заряжал в обе. Вот он дает почти что 2 ампера, при том, что аккумуляторы только что зарядного устройства. Так что нормально. По-моему, живой. На удивление. Не греется. Термостат работает нормально. Вот. Ну, в общем, это есть чем заняться. Ну, это вообще смешно. Самое интересное, что эту лодку смотрел механик, который что-то там с двигателем чинил.